Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео адресовано для рыб. Гороскоп на август 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать этот интересный месяц. Буду рассказывать про 3 декады рыбы. Все, как вы любите. Рыбы первой декады, кто родился в феврале, рыбы второй декады, кто родился с 1 по 10 марта, рыбы третьей декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. И если вы же смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда делите 30 градусов у рыб на 3 равных отрезка. С 1 по 10 градус, если у вас попал асцендент, это первая декада. С 11 по 20 градус это вторая декада. И с 21 по 30 градус это третья декада рыб по асценденту. Кстати, кто еще не смотрел видео про ваш асцендент, в конце ролика прикреплю. И совсем скоро после этого гороскопа выйдет видео «Финансовый гороскоп для рыб». Поэтому вот такая история. Ставьте колокольчик для того, чтобы понимать, когда выходят видео, чтобы получать уведомления. Ну что, а я начинаю. Ребят, если разбирать август, то месяц будет даже не по психологическим моментам. Во-первых, для всех 3 декад он будет по-разному. Да? Есть общая тенденция, складывающиеся аспекты, но на всех это будет влиять по-разному. Собственно, поэтому я по декадам и рассказываю, потому что хорошо, отлично работает для одной декады, для другой декады работает совершенно по-другому, потому что в аспектах важны градусы. Если же у вас происходит нечто совершенно большее и другое, оставляйте в комментариях, пишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я вашу натальную транзитную карту открыла в режиме, естественно, свободного времени. Поэтому если я молниеносно не отвечаю на ваши вопросы, уж извините, вопрос занятости. Но пишите, я буду стараться на все отвечать. И да, у нас общие тенденции с конца июля у нас начинают закручиваться такие сложные композиции. Конечно, кто смотрел большой гороскоп на 3 месяца лета, тот понимает, да, что у нас в июле очень большие движения планет. Вот у нас сейчас еще запустится ретроградный Меркурий 18 июля. И здесь станет вообще немножечко мы начнем переживать, но тоже, опять же, не все рыбы будут из-за ретроградного Меркурия провисать. На кого-то он вообще не повлияет, да, как, например, на рыбы первой и третьей декады. Ну, ребят, на вас нет прямого аспекта, поэтому здесь у вас именно ретроградный Меркурий на вас не повлияет. Другие планеты повлияют, а сам ретро-Меркурий не повлияет на вас, да. То есть он будет до 11 августа, закончит свое ретроградное движение он в оппозиции с Плутоном и в квадратуре с Лилит. Так вот, вся эта история повлияет как раз-таки на рыб второй декады. Этот момент будет очень сильно внутри нагнетаться вот уже сейчас с июля, да, и вот заканчивается первая неделя августа, и уже как раз-таки этот момент будет выходить на поверхность, потому что ретроградный Меркурий в оппозиции с Плутоном это всегда, когда хочется словцо такое сильное сказать, когда мы терпели, а потом мы начали говорить. Поэтому здесь понимаете, что все ваши переживания, которые будут в период этого ретроградного Меркурия, основаны лишь на ваших внутренних переживаниях и всех тех моментах, которые вы не смогли прожить раньше. То есть здесь нужно понимать, просто после этого у нас включится такой очень важный, интересный период в августе, да, я про него сейчас расскажу, который на всех рыб повлияет. И здесь я бы, конечно же, сказала, что нужно понимать, подготовить почву, да, к этому периоду августовскому. Так вот, понимаете все те моменты, где вы себя обделили, где вы себя не оценили, где вы не пошли туда в свое развитие, куда вы хотели, где вы хотели что-то для себя, переехать, изменить свою жизнь, получить что-то новое в профессии, не знаю, там освоить иностранный язык, разного рода моменты, потому что у нас ретро-мерк, он у нас во льве, это когда мы ораторы, когда мы готовы кричать и говорить, как все вокруг неправы и нас не понимают, но все это выходит родом из детства, то есть будут скрываться все наши вот эти вот страхи, основанные, вот у нас заложены у нас в детстве, не прожито, где
мы что-то хотели и не пошли вот в это развитие, все наши желания, которые мы загасили когда-то в себе, да, то есть вот это в период ретроградного Меркурия будет очень хорошо скрываться у рыб второй декады. У рыб первой декады, ну рыбы первой декады вообще сейчас в июле еще немножечко удивляются, потому что Уран зашел в первый градус Близнецов, и вот рыбы первой декады прям таки, скажем, им вообще не до ретроградного Меркурия. Здесь в жизни очень много изменений, нового развития, что-то из отношений рушится, какие-то отношения приобретают новый контекст, работа может очень сильно поменяться, на работе могут быть какие-то резкие изменения, передвижения, и это не всегда нравится, да, к этому нужно просто быть готовым, да, поэтому я вам говорю, ребят, что если у вас сейчас какие-то резкие изменения, нужно здесь таки понимать. В любовных отношениях могут появиться новые отношения рыбы первой декады, да, здесь будьте аккуратны, лемур, очень все хорошо складывается, но понимаете, что вот это напряжение не нужно в отношения мести, да, то есть не нужно его никак. Рыбы третьей декады, конечно же, у вас, ребята, еще такой, знаете, момент, хоть и откатился Сатурн с Нептуном в Овна, да, но осадочек такой остался, послевкусие аспектов, моментов, в которых вам приходилось весной 25 года и зимой, можно сказать, пахать, да, как еще назвать это слово, по-другому никак. И здесь такой, знаете, момент, когда вот у нас в конце июля начинают складываться аспекты, а это Марс в оппозиции с Нептуном и Сатурном, когда необходимо начать очень мощно делать, идти вперед, потому что вот эти аспекты, финальная петля будет все-таки и Сатурна, и Нептуна еще в рыбы третьей декады, поэтому у вас такое небольшое сейчас затишье, вы чувствуете такое облегчение немножечко, да, кто-то чувствует, а кто-то еще нет, все зависит от того, у кого какие вопросы были изменены в работе, где что поменялось, потому что все-таки Нептун дает эмоциональную окраску очень сильную, когда мы хотим и в развод, когда мы хотим и уволиться, когда уже нервы сдают, и ощущение, что нас никто не понимает. А Сатурн говорит, ну ты мало пашешь, недостаточно, еще нужно сильнее. И вот здесь как раз-таки начнет окаляться этот момент, да, оголяться. И в конце июля начинает складываться вот эта оппозиция, такая очень сложная, очень напряженная, которая будет у рыб третьей декады переходить еще и в отношения. Да, дорогие, поэтому здесь, конечно же, понимайте, что будет немножечко так в любовную сферу это уходить. Будьте аккуратны, не ругайтесь с близкими, не надо выносить вот на поверхности такие сложные моменты переживания, потому что у нас там, знаете, еще будет, ну, понятно, что у нас полнолуние, да, полнолуние у нас, естественно, еще будет в Водолее, водолейское полнолуние у нас будет 9 августа, да, 9 августа это момент, когда хочется сказать, вот я немножечко устал, я ухожу, как-то вот надоели мне все ваши вот эти вот затяжные, да, момент усталости, поэтому рыбы третьей декады в начале августа не вот отойдите вот от таких моментов, от принятия, сходите, отдохните, возможно, съездить куда-то отдохнуть, тоже хорошая идея, да, здесь главное не заглядывать, что у соседа трава красивее, зеленее и тому подобное, будут еще аспекты поприятнее, как говорится, да, но вот здесь нужно немножечко вот эту историю отойти, и да, у нас полнолуние будет в Водолее, когда нервы немножечко нам говорят, мы хотим выйти, но я не скажу, что это какие-то очень сложные события. Опять же, у нас аспекты и Солнце, и Луна в квадратурах с Лилит. Это по большей части только наши страхи. То есть, если здесь, сейчас всем рыбам говорю, да, всех декад, если вот здесь свои страхи и переживания, что у нас что-то не получится, убрать, отодвинуть, то не будет так сложно, не будет так напряженно, и мы не будем себя загонять, потому что очень часто мы загоняем себя не потому, что события случаются, а потому что мы сами идем вот к этим событиям и заставляем себя переживать. Поэтому здесь такой момент,
упустите свои страхи, отпускайте, да, еще заканчивается вот в это полнолуние еще несколько денечков ретроградный Меркурий, поэтому здесь, конечно же, ребят, надо от них уходить. Рыбы второй декады, и я считаю, что на вас должен хорошо сложиться этот период. И полнолуние запустит как раз-таки те моменты, которые у нас будут на ближайшие 2 недели. И вообще состояние того, что должно появиться у вас желание зарабатывать больше, идти вперед, захотеть жить лучше, захотеть менять свою жизнь в позитивном ключе. Захотите ли вы учиться, захотите ли вы переехать, захотите ли вы семью изменить, да, то есть, например, наоборот, жениться, выйти замуж, ребеночка завести, нормальная история. Естественно, будет страшно, а кому не страшно, там Лилит еще в аспекте, да, но там прекрасный аспект Венеры в соединении с Юпитером, который говорит, что в принципе можно сделать выгодные покупки в этот период, да, то есть начнется период 2 недель, когда можно очень хорошо вкладывать деньги, будет хорошо влиять на рыб второй декады, да, но только если они не будут подкреплены страхами, да, страхами, волнениями, как-то вот не так выделиться на фоне окружающих. Если это будут и ваши истинные желания, это будет хорошо, а если вы своими покупками и действиями захотите кому-то соответствовать, получится очень криво, рыбы второй декады. Здесь не надо. Рыбы первой декады, здесь, конечно, ребята, я не скажу, что на вас как-то очень сложно повлияет это полнолуние. Нет, здесь просто по-прежнему еще Уран делает квадратуру. Здесь нужно таки понимать, что в вашей жизни меняется, куда вы хотите прийти, что вы хотите сделать в своей жизни, насколько вы хотите, чтобы это было так вот мощно и интересно, потому что здесь будут подниматься неоднократно вопросы недвижимости, вопросы еще большего заработка, как говорится, менять так менять. Если же у вас возникнут вопросы выхода из отношений, из любовных, личной жизни, тогда здесь появится вопросик, почему мне не нравится, и все-таки, я думаю, вы примете решение, останетесь в этих отношениях. Конечно же, если там нет каких-то ситуаций на уровне трэш, если там все нормально, но вот как-то вы почувствовали себя нелюбимыми, как-то вы почувствовали, чего-то вам не хватает, все-таки я рассчитываю на то, что вы сядете за этот стол переговоров. Все-таки у нас и Марс переходит в весы на весь август, и здесь было бы очень хорошо совместно что-то сделать, придумать, идти вперед, развиваться, тогда и Уран не будет так штормить очень сильно, да, здесь развитие вперед, здесь заработок еще больше для того, чтобы обрести совместную недвижимость, закрыть долги, все в зависимости от того, кто на каком уровне сейчас находится, да, и тогда вот это как раз-таки полнолуние 9 августа, оно будет таким толчком для движения вперед, да, рыбы первой декады. Поэтому здесь еще раз хочу сказать, без депрессии было бы отлично, потому что дальше мы идем в период, который достаточно, я хочу сказать, что на 2 недели, на 10 дней точно, здесь можно таки вместе что-то сделать, если это в отношениях, в личных, да, в брачных, в партнерских. Если же это на работе, то в том числе тоже. Рыбы первой декады развиваются вперед, идут, делают, не останавливаются. Рыбы второй декады не смотрим, у кого трава зеленее, и живем счастливо эту интересную жизнь. Хорошее время для того, чтобы поехать отдыхать. Между прочим, рекомендую рыбам второй декады какие-то покупки выгодные сделать, вложиться основательно. Будут хорошие приобретения, если вы будете их тщательно просчитывать, да? Ну и хорошие у вас будут в семье случаться события, поэтому здесь, конечно, если не негативить, потому что у нас к концу периода про рыб третьей декады, сейчас скажете, не сказала. Рыбы третьей декады, ну, ребят, к концу августа уже подходит ретроградный Сатурн,
который таки говорит, что ну, лето заканчивается, да, и нужно как бы начинать заниматься другими делами, да, уже совершенно, уже будет настроение такое не для отдыха, больше для работы, склонное к планированию. Я не скажу, что это как-то вот сейчас плохо, для рыб третьей декады это нужно для того, чтобы подняться выше. Вот такая история, ребят. Хочется вам сказать, что да мы вот тоже хотим отдыхать, но вы-то сами знаете, что вот кармические узлы вот первые полгода 2025 года прошлись по рыбам третьей декады, да, а послевкусие, что я еще вот не сделала то, что я хочу, что я могу и хочу и достоин большего, да, поэтому здесь реально оценивайте свои взгляды и понимание, да, ваши реалии жизни и чего вы хотите иметь. Не надо смотреть красивые социальные картинки из соцсетей, не надо туда смотреть, нужно оценивать только свою жизнь и свои желания. И тогда будет получаться подключать сюда продуктивность, потому что с 1 сентября Сатурн снова будет в рыбах третьей декады. Да, он возвращается, и он возвращается у нас до конца января, начала февраля. Поэтому здесь понимаете, о чем я говорю, да, здесь история вот она у нас такая достаточно продуктивная, включится опять на полгода. Здесь нужно будет прям вот с сентября начать уже крутиться. Но уже напоминаю, что уже включится вот это во второй половине августа послевкусие. И у нас следующее событие на небе, это, конечно же, 23 августа у нас новый лунный цикл, новолуние в Деве. Хочется сказать, вот и лето прошло на самом-то деле, потому что здесь у нас Солнце, Луна в соединении в Деве, в квадратуре с Ураном. Хочется сказать, что вот это как-то все будет легко и гармонично. Ну, скажу я вам так. Финансовые гороскопы выйдут еще до начала августа, потому что у нас, смотрите, я рассказывала уже в большом гороскопе, какой аспект у нас грядет, и по большей части из всех рыб он актуален очень сильно будет для рыб третьей декады. Чтобы вы сейчас не сидели, не волновались, не говорили: Женя, когда же ты нам что-то хорошее скажешь, да? Но у нас вот с конца июля, я не ошиблась, с 22 июля уже складывается эта конфигурация, которая будет влиять уже в июле и в августе сильнее, а в сентябре еще сильнее и на всю осень. Это очень мощная конфигурация, большой тригон, складывается здесь Плутон, Уран, Нептун в соединении с Сатурном. И это все в очень гармоничных аспектах. Это большая финансовая денежная конфигурация. Это говорит о том, что вот не может не получиться в финансовом плане поднять уровень финансов. Не может не получиться. То есть, если вы смотрите этот гороскоп и понимаете, что вам для жизни, для того, чтобы подняться сейчас из своего финансового состояния повыше, нужно что-то, не знаю, какой-то определенный уровень доходов, какие-то деньги, либо что-то нужно, не знаю, недвижимость, вам опора нужна, чтобы не уходили деньги куда-то, да, никуда. Поэтому вы понимаете, намечаете себе прямо такую мощную, нормальную цель. И здесь начинаете очень четко к ней идти. Вот прям не по рыбье, а четко, без вот этих иллюзий, без карт желаний, виш-листов. Составляете себе нормальный такой план. Да, на ближайшие полгода. И начинается он, я скажу, вот уже вот в августе рыбам третьей декады его можно начинать, рыбам второй и первой декады можно чуточку позже. А вот рыбам третьей декады сейчас. И что, выстраивайте себе, что вам реально нужно для жизни. Реальность. Ребят, рыбы третьей декады, те, кто приближены к Овну, понимают, что нужно действовать. Ребят, действуйте. И да, это финансовая композиция, можно ее так назвать, которая способствует, располагает к достижению денег, если у вас есть цель. Если вы подключаете все свои ресурсы, желания, эмоции, вы пробиваете, вы действуете, вы ускоряетесь, вы неожиданные события и моменты, которые случаются, вы их адаптируете в своей жизни под себя. Вы не боитесь новой работы, новых проектов, новых планов. Вас это не пугает, вы идете вперед, прикладываете все свои силы. Если вам нужно открыть бизнес, открываете бизнес. Если вам нужно устроиться на новую работу, устраиваетесь на нее. Но я думаю, уже с начала августа вы будете эту всю историю понимать. Думаю, даже уже вот в июле, когда Сатурн у нас 13 июля в ретроградное движение уйдет, уже, я думаю, рыбы третьей декады будут понимать, что никакого расслабления с Сатурном-то не ушло, он возвращается. Да? Поэтому здесь нужно просто быть
адекватным и активным в этом плане. И да, 23 августа, я не путаю месяца, я прям правильно говорю по датам. И 23 августа прям начинается тот момент включения, когда рыбам третьей декады нужно как раз-таки начать в своем направлении, движении идти. Не ругаться с близкими, со второй половинкой, что кто-то ведет себя неадекватно. Естественно, все начнет сразу же штормить везде. Нужно просто понять четко, чего вы хотите, куда вы хотите прийти в итоге, как вы хотите за полгода изменить свою жизнь. И это не абы как вот какие-то магические способы, нет, это лично ваши действия. А рыбы это вообще тот знак, который идет туда, куда надо. Так вот, рыбы третьей декады начинают это делать с 23 августа. Здесь естественно, да, я уже перечислила, что вы включаетесь. Рыбы второй декады, у вас на это начало нового лунного цикла, у вас что? У вас Юпитер делает потрясающий трин. Уже совершенно скоро Лилит выйдет, выйдет из Скорпиона второй декады. Уже вы перестанете бояться, волноваться, трястись. И правильно, зачем это нужно? Нужно идти вперед. Нужно будут у вас все кармические узлы будут задавать вам прямой вопрос. Что вы хотите сделать? Как вы готовы, как рыбы, проявляться, начать? И эта история как раз-таки начнет у вас работать, дорогие рыбы второй декады, вот уже весь август. И в каждый момент новолуние и полнолуние будут спрашиваться эти вопросики все сильнее. Что вы готовы нового в жизнь свою привнести? Что вы готовы сделать? И да, у нас после этого августа коридор затмений, который очень сильно прочувствуют рыбы второй декады. Я не пугаю, я просто говорю, что если вы очень эмоционально проживаете такие моменты в своей жизни, но в этот раз коридор затмений даст очень много осознаний именно рыбам второй декады. События у вас там случатся, не события, будете ли вы двигаться до этого момента и форсировать события, тогда, естественно, это будут те самые выводы, которые вам по жизни нужны. И я только всегда за то, чтобы не случалось ничего такого, как любят говорить, кармического. Нет, все коридоры затмения, они кармические, но карма это результат наших прошлых действий. Так вот, сделайте же вы в это лето, в этом августе, и тогда уже сентябрьский коридор затмений не будет никак вас вообще пугать. Вообще он должен сложиться для вас в позитивном ключе. Конечно же, если очень много выводов в августе таки сделать, и очень много движений, действий в развитии, о котором я говорила, если вы хотите продуктивности, реализации, продвижения в работе, в карьере, если вы понимаете, что вам не хватает компетенций, то, конечно же, тогда до новолуния 23 августа вам нужно все это включить, рыбы второй декады. Тогда у вас и это новолуние, и новый лунный цикл, который закончится 21 сентября с окончанием коридора затмений. Коридор затмений будет с 7 по 21 сентября, понимаете, да? И вот у нас новый лунный цикл начинается 23 августа, в котором в этом лунном цикле у нас будет коридор затмений. Чувствуете, да? Очень сильно роскошно будет влиять именно на рыб второй декады. И все будет зависеть от ваших действий, насколько приятен и кармичен будет этот коридор затмений и август, в принципе, с этим новым лунным циклом, понимаете? Но для того, чтобы это сложилось хорошо, в августе вот нужно сделать такое продвижение, выйти из своих границ, я бы так сказала, дозволенного. Если вы себе не позволяли где-то развиваться, начните развиваться в любовных отношениях, пойдите в любовные отношения, для вас вообще все дороги открыты, для вас вообще все то самое нужное, чтобы хорошо случалось, и любовные события, и почувствовать вот эту нотку гармонии, расслабления, счастья. Ну, естественно, движение в карьере было бы тоже очень хорошо продвинуть. Рыбы первой декады, ребят, еще немножечко, ну вот так, знаете, чувствуется вот такая небольшая тряска, да, она начнет изменяться 6 сентября, Уран пойдет в ретроградное движение, или с 7 ноября он уйдет из Близнецов, поэтому рыбы первой декады выдохните до 26 апреля 2026, вот там не будет, да, его. А сейчас пока вот запуская этот момент, хочу сказать, что новый лунный цикл 23 августа, да, который у нас запускается, для рыб
первой декады это момент, конечно, такой сильный, движение и действия, применение к новому. В любовных отношениях должно быть, ребята, очень хорошо, если вы будете не жестить. Если вы будете жестить, то здесь у нас вот Венера в оппозиции с Плутоном, да, с 23 августа складывается, и на вас очень хорошо повлияет. Вы вот, рыбы первой декады, как раз таки в этот момент поймете, чего же вы на самом деле хотите. А вы захотите, я думаю, я больше всего уверена, вы захотите много, вы захотите больше. Если в любви отношений, то сильных, страстных и понятных, таких, как вы хотите, чтобы вас понимали, да, чтобы там были чувства. Если вы будете это трансформировать на деньги и на финансы, то вы реально поймете, что вам не хватает того уровня достатка, который у вас сейчас есть. И если вы начнете продвигаться вперед, пробивать вот этот момент в бизнесе, в работе. Кстати, очень хороший момент для начала нечто нового. Не скажу, что все проекты будут получаться, но это настроение, которое будет вам как раз таки давать и Уран, желание почувствовать новизну, да, и Венера, которая будет делать потрясающий вам трин здесь, все-таки момент. Я советую не ругаться с близкими, потому что со второй половинкой получится поругаться вообще на ура. Легко и просто, и тогда август закончится вот так себе. Последняя неделя августа пройдет на очень напряженных моментах, если ругаться. Если понимать, что все ваши вопросики и нереализованность, то есть все ваши скандалы в жизни, они от нереализованных амбиций, от того, что вы в профессиональной сфере не достигли того, к чему хотели прийти, тогда вам все станет понятно. Вы начнете продвигаться в работе, и будет это хорошим таким стимулом для вас, понимаете? Поэтому здесь, рыбы первой декады, нельзя стоять на месте, нельзя ругаться с близкими, нельзя, потому что здесь захочется вам поругаться, и тогда, конечно же, последняя неделя августа вы скажете: вот какой ужасный август, можно же слить всю свою мощь в отношении, устроить войну там, а можно пойти и добывать деньги. И это нормальная такая история, неважно, мужчина вы или женщина, рыба первой декады. Я всегда за то, чтобы включить на максимум свое деньгозарабатывание, нежели ругаться с любимыми людьми, особенно если у вас очень много радостных моментов таких по жизни. Поэтому, мои дорогие, на таких нотках закончится и пройдет последняя неделя августа. Скажу, что в сентябре это будет уже совершенно другое настроение. Скажу, что в сентябрь мы войдем каждый со своей эмоцией. Рыбы первой декады. Если не поругаетесь с близкими, то у вас будет такой большой мощный прирост, скажу вам так, да. Будет немножечко нестабильна работа, но это нормально. Просто понимайте, что деньги могут зависнуть, могут остановиться, что-то может зависать в прямом смысле, проекты останавливаться, потому что первая неделя сентября у нас в ретроградное движение уходит Уран, и первая неделя сентября она может подвисать. Поэтому постарайтесь множество сделать работы в августе, то есть если у вас большие такие мощные проекты, потому что 6 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран, 7 сентября у нас коридор затмений начинается с лунного затмения, естественно, с полнолуния, поэтому здесь понимайте вот эту историю, да, что первая неделя сентября она уже будет напряженной. И здесь не нужно накаляться в августе, здесь нужно понимать, что оно так будет, и просто грамотно планировать свое время, подготавливать себе почву к этим несостыковкам. Рыбы второй декады, у вас, ребята, здесь профессионализм, движение вперед, но постарайтесь в августе трезво оценивать свои намерения, действия, потому что здесь уже у нас первую неделю сентября будет Юпитер в квадратуре с Марсом, и можно начать портить свою репутацию, если немножечко будет зашкаливать ваши амбиции не в ту сторону. Просто понимайте, что реклама, пиар – это хорошо, но здесь главное не испортить себе репутацию, поэтому контролируйте себя в конце августа, очень много энергии. Рыбы третьей декады, пришел Сатурн уже к вам, и здесь история, конечно же, того, что
планирование ваше все, здесь все движения, проекты нацелены вперед в будущее, максимально широко идите вперед. Здесь еще и будет аспект от Плутона, в бизнесе все будет тоже хорошо. Подключайте планирование, сложные дела будут даваться хорошо, и так вы входите в сентябрь. Но однозначно в августе будете это все чувствовать. Вот такой месяц, дорогие. Естественно, забежала вперед, не могу не подготовить вас. Про коридор затмений, про сентябрь видео будет в августе. Ну а кто смотрел большое видео «Лето новой жизни», конечно же, прекрасно понимает, что будет происходить дальше. В конце видео этого, ребят, прикрепляю все ролики актуальные на настоящий момент. Если вы их еще не видели, посмотрите, примите верное решение для того, чтобы спланировать ваше время. И всегда астрология нам нужна для компенсации негативных моментов, для того, чтобы тростиночку себе подложить. Иначе для чего тогда это все? Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего августа. Он правда может быть потрясающим, если не вдаваться в наши страхи, не переживать больше, чем положенного. И тогда все будет очень даже хорошо. Ну и что, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.